Кто он на самом деле? Мальчик, который когда-то хотел сдаться, или легенда, которая изменила музыку? История Чингук – это больше, чем просто биография. Чон Чингук появился на свет 1 сентября 1997 года в городе Пусан, Южная Корея. Он рос в обычной семье вместе со старшим братом. Родители не были богаты, но всегда старались поддерживать своих детей. С ранних лет Чингук проявлял талант к музыке и искусству. Он любил рисовать, танцевать, но больше всего его привлекало пение. Будучи ребенком, он стеснялся выступать перед людьми, однако его голос быстро замечали окружающие. Жизнь в Пусане научила его простоте и трудолюбию. Уже тогда он мечтал о сцене, хотя понимал, что путь к ней будет трудным. В этом мальчике из портового города горела искра, которая однажды превратится в пламя мировой славы. В подростковом возрасте Чон Чингук решился попробовать себя в большом мире музыки. В 2011 году, когда ему было всего 14 лет, он участвовал в популярном шоу «Суперстар K3». Там он не прошел до финала, но именно это стало судьбоносным моментом. Юного парня заметили крупные агентства. Несколько известных компаний хотели подписать с ним контракт, однако Чингук сделал неожиданный выбор. Он выбрал тогда еще малоизвестную компанию Big Eyed Entertainment. Причина была проста и искренняя. Его вдохновил лидер будущей группы RM, чьи слова и харизма убедили мальчика, что именно там его ждет настоящее будущее. В возрасте 14 лет он переехал в Сеул. Для подростка это было нелегко – оставить родной дом, родителей, брата и привычную жизнь. Его ждали долгие часы тренировок, строгая дисциплина и постоянные сомнения в себе. Но именно тогда он научился главному – вера в мечту всегда сильнее страха. В 2013 году, после долгих лет тренировок, Чон Чингук дебютировал в составе группы BTS с синглом «No More Dream». Для юноши это был момент, о котором он мечтал с детства, но реальность оказалась куда суровее. Группа начинала с нуля, маленькая компания, ограниченные ресурсы и жесткая конкуренция в корейской индустрии. BTS подвергались критике, их часто недооценивали. Для Чингука, самого младшего участника, это было особым испытанием. Он должен был доказать, что достоин стоять на сцене рядом с другими. Несмотря на трудности, именно в этих первых выступлениях открылся его талант, не только как вокалиста, но и как танцора, рэпера, спортсмена. Его универсальность и энергия быстро выделили его среди других айдолов. Но за кулисами скрывалась усталость, бесконечные репетиции, сомнения, страх не оправдать ожидания. Это были его первые настоящие падения, но именно они закалили характер. Юный Чингук понимал, чтобы добиться успеха, нужно продолжать идти вперед, несмотря ни на что. После первых шагов на сцене настало время, когда мечта начала превращаться в реальность. С выходом песен «I Need You» и «Run» в 2015 году BTS стали набирать популярность в Корее, а вскоре и за ее пределами. Для Чингука это был переломный момент. Его голос начали узнавать, а харизма на сцене покоряла все больше зрителей. Вскоре хиты DNA, Fake Love, а затем выступления на крупнейших мировых площадках сделали его и всю группу международными звездами. Армии фанатов пели вместе с ним на стадионах, а клипы набирали миллионы просмотров. Но за сиянием славы скрывалась тяжелая цена. Чингук часто признавался, что чувствовал давление ожиданий. Он был золотым Макне, универсальным талантом, от которого ждали совершенства во всем. Были моменты усталости, бессонных ночей и выгорания, но именно любовь к музыке и поддержка фанатов давали ему силы продолжать. Эти годы стали для Чингука не только временем взлета, но и испытанием на прочность. И он доказал всему миру, что готов не просто сиять на сцене, но и нести свою музыку через трудности и сомнения. Несмотря на мировую славу, Чингук всегда оставался очень закрытым в вопросах личной жизни. Его сердце было занято музыкой, и официально ни одно романтическое отношение не было подтверждено.
Он предпочитал не раскрывать интимные стороны своей жизни, чтобы сосредоточиться на карьере и творчестве. Вместо этого поклонники узнали его через хобби и интересы. Чингук увлекался рисованием, спортом, видеоиграми и фотографией. Особое место в его жизни заняли татуировки. Каждая из них несет личный смысл, будь то напоминание о семье, мечтах или благодарность фанатам. Он также известен своей дисциплиной, любит заниматься спортом, поддерживает отличную физическую форму и стремится всегда развиваться. Чингук не просто айдол на сцене, он человек, который умеет ценить простые вещи, время с близкими, искусство и моменты тишины в насыщенной жизни. Даже за самой яркой славой скрываются тени. Чингук, которого мир привык видеть уверенным и сильным на сцене, не раз сталкивался с тяжелыми испытаниями. Давление индустрии, постоянные репетиции, плотные гастроли и необходимость соответствовать ожиданиям миллионов фанатов приводили его к выгоранию. В период пандемии, когда концерты были отменены, он признался, что чувствовал пустоту и тревогу. Отсутствие живого общения с фанатами стало для него тяжелым ударом. Появлялись и слухи, и критика, с которыми приходилось бороться, как в медиа, так и внутри себя. Но именно эти падения сделали его сильнее. Он учился справляться со страхами через музыку, тренировки и поддержку близких. Чингук всегда повторял, даже самые тяжелые моменты – это не конец пути, а возможность встать и продолжить движение вперед. Сегодня Чон Чингук не просто золотой Макне BTS, а самостоятельный артист мирового уровня. В 2023 году он выпустил сольный альбом «Golden», который возглавил мировые чарты. Его песня «Seven» стала настоящим хитом, звучавшим на всех континентах. Теперь он стоит на сцене не только как участник легендарной группы, но и как личность, способная самостоятельно завоевывать сердце миллионов. Его жизнь – это пример того, как упорство и вера в мечту превращают мальчика из Пусана в глобальную икону. Но самое главное, Чингук никогда не забывает, ради кого он идет вперед. В каждом интервью, на каждом концерте он благодарит фанатов за любовь и поддержку. Его история вдохновляет, какими бы тяжелыми ни были падения, всегда есть силы подняться и идти дальше. Сегодня Чингук – это символ надежды, таланта и силы духа. Его путь напоминает каждому, мечты сбываются, если не бояться бороться за них. История Чон Чингука – это не просто биография артиста. Это рассказ о мальчике, который, несмотря на страхи и падения, сумел превратить свою мечту в реальность. Его путь от улиц Пусана до мировых арен – доказательство того, что вера в себя и трудолюбие способны изменить судьбу. Каждый из нас проходит через сомнения и трудности. Но пример Чингука напоминает, нельзя останавливаться. Даже если путь кажется невозможным, шаг за шагом можно достичь невозможного. Дорогие зрители, если вас тронула эта история, поддержите канал лайком и подпиской. Напишите в комментариях, какой момент из жизни Чингука вдохновил вас больше всего. Ваша поддержка дает нам силы рассказывать еще больше таких историй, которые вдохновляют и мотивируют.